Всем привет! В этом видео я хочу рассказать свою идею того, чем бы могла быть Селестия, перевести настенные рисунки на острове Цуруми, и свою теорию я тоже построил на этих же настенных рисунках. Первый настенный рисунок, я думаю, вот этот, и на нем видно, что жители Цуруми поклонялись Луне как своему божеству. Также то, что здесь написано, переводится как... Сразу добавлю, что все эти настенные надписи взяты из древнего латинского стихотворения «Молитва Диане». А Диана – это в римской мифологии богиня растительного и животного мира, охоты, женственности и плодородия, радоспомогательница, олицетворение Луны, соответствует греческой Артемиде и Селене. Вот вам и 3 луны. Ладно, перейдем к переводам. Сначала на латинском, а потом на русском. Сразу скажу, что я латинского не знаю и не знаю, как правильно читать. И первая надпись. Lunarum sumus infide, pulai et pueri integri. И на русском будет так переводиться. Мы свободные юноши и девушки в силе Луны и безопасности. Следующий рисунок вот этот. Кстати, хочу подметить, что 3 горы под Луной – это 4 горы на Цуруми. Так вот, вот латинский перевод. Луна Pueri integri pulaique canamus. И перевод. Луна, пусть поют целомудренные мальчики и девочки. Здесь видно, что народ, живущий на Цуруми, прославляет и воспевает Луну. И последний рисунок со словами из стиха. Tu potens trivia et notto es dicta luminen luna. Дословный перевод получается очень странный. Вот так вот он получается. Но ты тоже мелочи на перекрестке и светлая луна. Разберем слово тривия. На латыни существует тривиум, означает перекресток. Он был образован путем объединения префикса три с существительным via, означающим дорога или путь. Отсюда появилось прилагательное trivialis, что означает повсюду, обычное дело. Тривия произошла от trivialis как обратная формация. Исходя из этого, я думаю, что будет так. Ты вездесущая и могущественная, и заимствующая свет, луна. Следующие 3 рисунка, я думаю, были нарисованы, когда в небе уже была Селестия. Люди уже хорошо знали про нее. Первый рисунок. Инстелларе фрагменти сапиентия обскондитур. В фрагментах звезд скрыты знания. Люди того времени уже знали, что звезды скрывают в себе знания. Может быть, они даже гадали, как Имона, по звездам. Это очень похоже на... Даже очень похоже на ивент, который у нас был в самом начале игры с падающими звездами. Следующий. Фихиляре каэлум эстно. Небеса не следует смотреть или бросать вызов. Здесь видно, что люди уже боялись Селестию и знали, что если они сделают что-то не так, их ждет кара небесная. И последний рисунок. Хик таситус пермано калор арденс. Здесь тихо лежит тлеющие останки. Здесь я не знаю, о чем речь, но явно о чем-то, что убили, или что-то, что скинула Селестия в наказание, как в Саль-Виндигнар. Или что-то, что было разрушено, и теперь лежит в тлеющих руинах. Также, если это что-то, что скинула Селестия, возможно, это и нарушило течение линий и вызвало странную аномалию на острове Цуруми. Хочу добавить, что Дайнслейв упоминал об этом в самом первом трейлере. Война уже началась. Это просто продолжение прошлых битв. Боги подстрекают нас, обещая свои 7 сокровищ. Награды для достойных. Дверь к божественности. Тем не менее, в глубинах этого мира лежат тлеющие останки, предупреждение тем, кто осмеливается вторгнуться. Этот трон в небе не предназначен для вас, но смертное высокомерие никогда не прекращается, никто не избежит пламени.
Денслев упоминает о тлеющих останках в глубине мира. Я думаю, зная, что Каэнрия была подземной страной, он имеет в виду, что Каэнрия была уничтожена, и все еще тлеет, как и напоминание о былой войне. Также он говорит и о том, что любой, кто захочет захватить трон Целестии, будет наказан. В конце хочу высказать свою мысль. Я думаю, что изначально люди, жившие на Тейвате, поклонялись лунам. В каждом регионе поклонялись определенной луне или всем сразу. В свою очередь, луны были обитаемы, на них кто-то жил. Что-то произошло между ними, тремя лунами, и началась война, так сказать, звездные войны. И впоследствии были уничтожены две луны, и почти целой осталась одна. Вот из последней и тех оставшихся жителей была сформирована Селестия, которая в свою очередь провозгласила войну архонтов, чтобы осталось только 7 правителей в Тейвате, и они бы собирали энергию для Селестии. Последствия делали ее еще сильнее. Думаю, что каждый архонт получает силу из своих последователей, а статуи архонтов передают часть этой силы Селестии. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Кто новый, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Ну и те, кто меня уже смотрит, не забудьте поставить колокольчик. Всем большое спасибо. Всем до следующих видео.